Добрый день! Мы продолжаем серию уроков по ISQL. Так как эта тема очень большая, мы решили разделить ее на несколько частей. Утилита ISQL. Часть 2. Создание базы данных. Для создания базы данных используется команда create со строкой подключения аналогичной команде connect и добавлением параметров создаваемой базы данных. Таким параметром является размер страницы page size. Может иметь значение от 1024 до 32768. При создании базы данных путь к базе данных, имя пользователя и пароль обязательно указывать в кавычках. Это избавит от ряда проблем. Создадим базу с размером страницы 16384 байта. Самое важное. Базы данных должны создаваться в каталоге, на который есть права у пользователя, под которым запускается служба Firebird. Windows с этим проще, но Linux гораздо строже в работе с правами. Если указать только имя базы, то она будет создана либо в директории инстанса в операционной системе Windows, либо в каталоге пользователя, под которым запускался ISQL при использовании Embedded, либо в директории TMP при удаленном подключении. Поэтому желательно всегда указывать полный путь к создаваемой базе данных. Важный нюанс при создании базы данных в операционной системе Linux. Если при создании использовать Embedded подключение, то база данных будет создана с текущим пользователем операционной системы в качестве владельца файла, что может привести к ошибкам прав пользователя при подключении по TCP/IP. Поэтому при создании базы данных в Linux лучше использовать подключение по TCP/IP даже при нахождении базы данных на том же компьютере. Мы про это уже рассказывали в видео про установку SUBD Firebird на Linux. Диалекты SQL. В Firebird используются два диалекта SQL 1 и 3. Выбор диалекта влияет на отображение типов даты и точность числовых форматов. Заострять внимание на отличия диалектов не будем. Этот материал лучше изучить в процессе обучения SQL и типов данных. Пока просто запомните, что первый диалект используется для старых проектов, перенесенных с Enderbase версии ниже 6. При подключении к базе данных ISQL принимает тот диалект, в котором создана база данных. По умолчанию база данных создается в третьем диалекте. При создании базы данных нельзя прямо указать диалект создаваемой базы данных. Поэтому необходимо в самом ISQL указать, какой диалект требуется, а затем создавать базу данных. ISQL с параметрами SQL dialect n. Или запустить ISQL и ввести set SQL dialect n, где n – диалект. Например, терминатор. Символом завершения текста запроса или терминатором, после которого он будет выполнен, является точка с запятой. Но при создании объектов на языке PSQL требуется заменить точку с запятой на другой символ, чтобы не было проблем из-за неверного определения конца запроса. Переопределить терминатор можно командой setTerm n, где n – один из первых 127 символов ANSI, например, знак степени. Рассмотрим подробнее, для чего нужен терминатор. Откроем ISQL и подключимся к базе данных employee.fdb. Рассмотрим одну из процедур в базе данных employee – add emp proj. Откроем текст процедуры командой show procedure at emp proj. В тексте процедуры присутствуют знаки точки с запятой, что при выполнении запроса создание процедуры вызовет ошибку, так как ISQL не понимает, где на самом деле заканчивается запрос и отправляет на сервер ту часть, которая идет до первого символа точки с запятой. Продемонстрируем это на примере, используя запрос создания процедуры без терминатора. По ошибке видно, что ISQL отправил на сервер запрос после первого символа точки с запятой. Теперь то же самое сделаем, используя запрос с указанием терминатора. А ошибок нет, процедура пересоздана. Подсказки ISQL. В ISQL есть подсказки, которые помогают понять, что делать. Так, SQL, стрелка вправо, показывает, что предыдущая команда выполнена и ожидается ввод следующей. Или вы только что запустили ISQL и от вас ждут ввода запроса или команды. Continue.
Показывает, что запрос введен не весь или вы забыли указать символ конца запроса. Работа с транзакциями. Так как понятия транзакций и уровни изоляции транзакций достаточно объемные и требуют отдельной темы обсуждения, то здесь заострять внимание на них не будем. Пока достаточно понимать, что транзакция – это некие действия с базой данных, выполняемые как одно целое. Транзакция может закончиться или подтверждением, commit, и все запросы, выполняемые в транзакции, будут применены, или отменой, rollback, когда все запросы, выполняемые в транзакции, не будут применены. Еще в таком случае говорят, что транзакция откачана. Нельзя выполнять транзакцию частично, только целиком. Уровни изоляции транзакций определяют взаимодействие транзакций между собой и видимость измененных транзакциями данных. В ISQL транзакции стартуют сразу после запуска, исторически с уровнем изоляции snapshot wait. Подтверждение транзакции происходит по-разному. Так, при выполнении запросов DDL, Data Definition Language, языком описания данных, подтверждение транзакций происходит автоматически. Это связано с тем, что есть отдельная настройка AutoDDL, которая обеспечивает автоматический коммит с запросом DDL, и по умолчанию она всегда включена. Ее можно отключить командой setAutoDDL-off или при запуске ISQL использовать ключ N. Также в любой момент можно вручную подтвердить или отменить транзакцию с DDL запросом. Транзакции с DML – Data Manipulation Language – языком манипулирования данными. Запросы всегда подтверждаются или отменяются вручную. Создадим таблицу для демонстрации работы с транзакциями. При создании подтверждения не требуется, так как это запрос DDL, и он подтверждается автоматически. Вставим данные в таблицу Table01 и подтвердим ее командой commit. Можно запустить вручную транзакцию с необходимым уровнем изоляции командой setTransaction. Запускает новую транзакцию. setTransaction read committed. Запускает новую транзакцию с уровнем изоляции read committed. Если уже есть запущенная транзакция, то в ISQL будет выведен запрос, что делать с предыдущей транзакцией, подтвердить или отменить. Команда show всегда выполняется в отдельных транзакциях read committed, чтобы видеть подтвержденные изменения в метаданных. setKeepTransparams. Настройка setKeepTransparams позволяет сохранять последнее состояние setTransaction на следующие запущенные транзакции. То есть, если ввести setTransactionRead committed setKeepTransparams, то все транзакции в этом подключении будут иметь уровень изоляции read committed. Команды ISQL. Разберем одну большую тему, которая называется командой ISQL. Команды ISQL не являются запросами и не влияют на базу данных. Их задача – это получение информации о базе данных и ее объектах, запуск скриптов, настройки ISQL и прочее. Список команд ISQL можно получить командой help. Сокращенная форма команды указана заглавными буквами. Рассмотрим команды на примерах. blobdump, blob, id, filename. blobdump позволяет скопировать blob из базы данных в файл на диске. Требуется два параметра – blob ID и имя файла, который будет скопирован blob. В качестве примера возьмем базу employee.fdb с таблицей job, содержащую поле job requirement с типом blob. Получить blob ID можно, выполнив запрос в ISQL. В результате будет видно, какому blob соответствует blob ID. Выполним запрос select first to blob requirement from job. Он вернет первые две строки таблицы. Теперь можно сохранить blob во внешний файл командой blobdump 81:1EA и путем к файлу. При сохранении blob как файлов ложится ответственность на пользователя, так как он должен правильно указать расширение файла и его место сохранения. Если указать имя файла без пути сохранения, то Firebird попробует сохранить его в системную директорию Windows или Linux или в каталог установки Firebird. Откроем файл и проверим данные внутри него. Записи соответствуют записям в базе. blobview, blob-ID. blobview позволяет открыть файл для просмотра во внешнем редакторе. Аналогично blobdump использует blob ID для идентификации открываемого файла. Внешний редактор зависит от операционной системы и расширения файла. Откроем файл и проверим записи в нем.
Так как мы в примере рассматриваем блоб с текстовой информацией, у нас открывается текстовый редактор по умолчанию. Edit. Edit открывает внешний существующий файл для редактирования в редакторе. Для редактирования не обязательно подключение к базе данных. Для примера откроем файл, который сохранили в примере с blob-view. Откроем его командой edit с указанием имени файла и пути до него. Внешний редактор зависит от операционной системы и расширения файла. Если использовать команду edit без указания имени файла, то она покажет последние запросы, которые были выполнены. Покажем это на примере. Переключим режим отображения командой setList и выполним два запроса. После чего выполним команду edit, открылся текстовый редактор с заголовком файла fbquery, в котором мы видим два наших последних запроса. Удалим запросы и введем новый и закроем текстовый редактор. Новый запрос выполнился и вывел информацию о текущем подключении к базе данных. Такой вариант edit упрощает работу с большими запросами, позволяя использовать обычный текстовый редактор вместо консоли. Add table name. Add – команда добавления строк в существующую таблицу. Может быть заменой запросу insert. Рассмотрим использование команды add на примере добавления в таблицу country. В ней только два поля – country – страна и currency – валюта. Добавим новую строку командой add country и укажем значение Беларусь и рубль. Завершим ввод строк клавишей Enter. Проверим наличие новой строки в таблице с запросом к таблице country. Видим в таблице новую строку. Команда copy. Copy from table name to table name. Команда copy – копирование структуры одной таблицы в другую. Данную команду мы сейчас рассматривать подробно не будем, так как она имеет очень много ограничений и, возможно, в дальнейшем будет убрана в ISQL. Input file name. Загрузка команд из внешнего файла. Позволяет загрузить запросы ISQL и скрипта. Создадим файл с запросом на добавление строк в таблицу country и выполним его, загрузив командой input из файла с указанием полного пути к нему. Проверим выполнение команды с запросом select from country. Output. Output file name. Перенаправление вывода ISQL во внешний файл. Возврат вывода в ISQL output без параметров. Перенаправим вывод запроса в текстовый файл командой output с указанием имени файла и полного пути к нему. И выполним запрос select from country с подтверждением транзакции. Проверим данные в файле country.txt. Shell. Команда позволяет выйти из ISQL и выполнять действия в командной строке системы. После ввода команды exit будет произведен возврат в ISQL. Quit и exit. Quit и exit завершают работу с ISQL, разница только в поведении с незавершенными транзакциями. Quit перед завершением ISQL сделает отмену незавершенных транзакций, а exit сделает подтверждение. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал и на Boosty, чтобы следить за выходом новых видео. Оставляйте ваши комментарии, если хотите что-то добавить или указать нам на новую тему. Ставьте ваши реакции в виде лайков или дизлайков, нам важна любая реакция. Всем спасибо и до следующего видео.